Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный молочный шоколад. Это низкоуглеводный и высокобелковый шоколад, который при этом точно порадует своим вкусом любителей качественного молочного шоколада. Я покажу несложный способ темперирования в домашних условиях. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт низкокалорийного морковного пирога. У него простой состав, ингредиенты можно легко заменять и получать разные вкусы. Он очень сочный и мягкий, ссылка в описании под видео. Нам понадобится два классических ингредиента хорошего шоколада – какао-масло и какао тертое. Оба эти ингредиента продаются обычно в кусковом виде или в виде галет. Для быстрого подтаивания их нужно мелко порубить. Именно эти составляющие дают максимально шоколадный вкус и аромат. Именно они позволяют наслаждаться тем, как непередаваемо нежно тает во рту долька шоколада. Перекладываем их в миску, в идеале металлическую, если у вас есть. Ставим ее на водяную баню. Горячая вода не должна касаться дна миски с шоколадом. И я даже не ставлю на плиту, вода не должна кипеть. Просто своим теплом постепенно нагревает миску. Все эти меры предосторожности нужны, чтобы не перегреть шоколад. Оставляем его нагреваться и изредка помешиваем. А пока подготовим сухие ингредиенты. Нам понадобится 25 грамм протеина без добавок, 25 грамм сухого молока и 8 грамм подсластителя. Любую часть протеина и сухого молока можно заменить какао-порошком. Тщательно перемалываем эти ингредиенты в пудру. Здесь очень важно хорошо измельчить подсластитель, так как он не растворится в шоколаде. Очень удобно, что блендер смешает все сухие ингредиенты и не оставит комочков. За это время какао-масса начинает таять. Я продолжаю изредка ее помешивать. Через несколько минут она почти растаяла, но остались еще небольшие кусочки. Если вода за это время остыла, доливаем горячей воды и завершаем растапливание. Все эти манипуляции с водой нужно производить крайне осторожно, так как небольшая капелька воды, попавшая в шоколад, может его испортить. Также важно, чтобы влажность в помещении была ниже 50. Когда какао-масса растаяла, у нас есть два варианта – продолжить темперирование в миске или в блендере. Я буду темперировать в блендере. Снимаем чашу с водяной бани и переливаем ее содержимое в блендер. Смешиваем все ингредиенты вместе в единую массу. Прелесть этого способа в том, что у нас есть возможность одновременно перетереть ингредиенты в максимально единую массу и при этом повысить ее температуру до нужных значений. Для молочного шоколада это 45-46 градусов Цельсия. В процессе быстрого размешивания лезвиями шоколад постепенно нагревается. Я периодически останавливаю блендер, проверяю температуру и снимаю разбрызгивающийся шоколад со стенок. Примерно 3 минуты в моем блендере потребовалось для достижения 46 градусов Цельсия. В другом блендере время может быть другое. Теперь нужно максимально быстро остудить массу до 27 градусов Цельсия. Для этого я снова переливаю ее в чашу и помешиваю уже лопаткой. В идеале в помещении должно быть прохладно. Или, как я часто делаю, можно поднести чашу к открытому окну и помешивать. В этом суть темперирования. Благодаря соблюдению нужных температур шоколад правильно кристаллизуется, будет красиво блестеть и разламываться с хрустом. Не будет таять при комнатной температуре. Когда я чувствую, что шоколад уже неплохо охлажден, я ставлю в него термометр и контролирую температуру. Продолжаю помешивать. Нам нужно охладить до 27 градусов Цельсия. 26,8 значит, можно завершать процесс темперирования. Осталось прогреть шоколад до 28-30 градусов Цельсия, чтобы он был чуть более текучим. Я снова ставлю на водяную баню буквально на минутку. Слежу за температурой. Перегревать здесь уже нельзя, иначе придется повторять всю процедуру темперирования. 28 градусов Цельсия, шоколад полностью готов. Осталось только разлить по формам. Количество шоколада рассчитано как раз на стандартную плитку шоколада. Я заливаю в поликарбонатную форму.
Можно использовать и силиконовые, можно разлить в формочки для конфет. Разравниваю. У меня прохладно и шоколад уже достаточно густой. Для легкого разравнивания можно было нагреть чуть сильнее. Распределяю лопаткой, чтобы заполнить все уголки. И хорошо протрясу форму об стол, чтобы поверхность выровнялась и вышли мелкие пузырьки воздуха. Легкими вибрирующими движениями выгоняем пузыри. И отправляем шоколад в холодильник как минимум на 1 час. Время готовности зависит от вашего холодильника. Хорошо оттемперированный шоколад уменьшается в объеме. По краю шоколадки видно, что он отходит от формы. Вынимаем. Вот такая плитка молочного шоколада у нас получилась. Такой шоколад красиво блестит, твердый, не тает при комнатной температуре и разламывается с хрустом. Давайте разломаем. Вот так. Если для вас эти свойства шоколада не принципиальны, можете легко пропустить все процедуры темперирования. А по вкусу это сладкий молочный шоколад. У него очень насыщенный аромат шоколада и молочный вкус. По текстуре он немного отличается от обычного, благодаря наличию протеина. Этот шоколад все так же тает на языке, но не бесследно. Остаются тончайшие крупинки протеина, которые напоминают по текстуре тягучие ириски. Дети сказали, что это самый вкусный шоколад, который они когда-либо ели. А между тем он содержит много белка, в отличие от любых других вариантов. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!